Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала. Всех рада приветствовать и, естественно, мира, сильного мира, самого настоящего мира в вашей жизни, чтобы наконец-то все было хорошо и чистого, свежего воздуха, для того, чтобы здоровье тоже было крепким и положительным. Не знаю, что я тут наговорила, но очень желаю вам самого лучшего. Очень сильно этого желаю. Так, давайте посмотрим. Обычный такой маленький, небольшой расклад, да или нет. Да? Вы задаете вопросы, а я по картам говорю да, нет. Вот чисто тут да, нет. Может даже что-то еще я пишу, но посмотрим, как карты будут отвечать. Я сейчас выложу 5 карт. Можете поставить на паузу. И даже записать на листочке свои вопросы на каждую карту. Или просто на один вопрос выбрать свою карту. Вот как хотите. Вот 5 карт, можете 5 вопросов задать, да, и послушать, что карты скажут. Или один вопрос, там 2 вопроса, и выбрать, какие карты вам больше всего приглянулись. Ну, какая по счету. Вообще одну колоду беру. Это классическая Таро, только вот в золотом цвете. Угу. Так что думайте о вопросах, ставьте на паузу, а я пока раскладываю. Так, 5 карт. А в конце, видно вам или уже не видно? Давайте вот так, да, или как? Так. А в конце еще и гексаграмму посмотрю, что она вам расскажет. Видно? Видно, да? Все. Выбирайте. Они золотые, их не видно. Не знаю, может быть, колечки положить. Какое колечко вы выбираете? Вот такие вот, давайте я вам колечки поналожу. Змею. Вот такого огромадного. И... О, вот эту птичку. Ой, птичка, видна? Она падает. Птичка падает. В общем, птичка падает. О, выбирайте, какая вам интереснее. И загадывайте вопрос, да? Угу. Ну что, начнем? Так, здесь да или нет? Смотрим. Да, 100% да. Это тройка этих жезлов, которая говорит, что у вас пути открыты для этого вопроса, для этих решений. Да, у вас будет так, как вы запланировали. Может быть, единственное, что будет немножечко меняться время, там где-то пораньше, где-то попозже. Может быть, ощущения немножко будут меняться, потому что тройка жезлов — это ощущение новизны, ощущение того, чего ты еще не знаешь, но уже уверен, что будет все так, как в принципе надо. Ответ да. Ответ да, то, что вы загадали, да. Все будет хорошо, все перспективно, кстати. И по карте еще могу сказать на еще большие и какие-то, не знаю, развитие, на большее какое-то понимание. Ну вот такое. Ответ да. Дальше. Нет. Здесь пустота. Это карта пустоты. Единственное, что скажу, эта карта говорит о том, что если сейчас в твоей жизни пустота, и если не получается сделать то, что ты загадал, да или нет, типа ответ да, и тут идет нет, то это не значит, что это будет всегда. Потому что эта карта пустоты временной, когда высшие силы тебя испытывают, либо показывают тебе, что здесь пока не надо. Надо будет, мы скажем тебе. Вот это однозначно так. Вот именно эта пятерочка говорит. Здесь, да, можно сказать нет, но все еще впереди.
Здесь не закрыты полностью пути к вашему решению, какому-то там, ну, чтобы услышать «да» наконец-то, да, но здесь говорит карты «нет». Вот. Давайте дальше. Да или нет? Здесь император. Карта говорит, да, вы очень сильный, вы очень уверенный, целеустремленный человек, который действительно справится с тем, что загадали. Но единственное, что тут карта говорит, если там Вселенная открывает что-то на первом вопросе, то здесь на третьей карте, да, вы сами должны в чем-то поучаствовать. И, возможно, даже попросить у какого-то человека подсказки или помощи. Вы сам человек вот такой вот, девочки, мальчики, но вы император по этому вопросу, поэтому решите этот вопрос сами, стукните кулаком, либо добьетесь, либо все-таки, как бы тяжело ни было, все равно вы возьмете свое. Здесь да. Дальше. Тут тоже могу сказать да, но с большим натяжением. Это восьмерка пентаклей. Здесь больше удели время своим каким-то другим интересам, потому что то, что ты загадала, оно в свое время исполнится, но не сейчас. Сейчас трудновато с этим. Ты слишком много вкладываешься в это желание, либо в этот вопрос, да, очень много вкладываешься, отдохни. Тебе не сейчас его получать. Хотя тоже, да, могу сказать да, потому что идет процесс. Просто он затягивается. Идет процесс, который, да, затягивается, ты все равно получишь свое, но в свое время. А сейчас, чтобы не упустить момент, тебе нужно отдохнуть или переключиться, да, на какое-то другое интересное событие, интересную дорогу, там, допустим, или что-то типа этого. Угу. Типа так. Типа так. Так, ну и вот эта птичка. Ну, стоит. Дама пентаклей. Здесь тоже да, видите, один только нет. Ну вот здесь может еще так сложно, но все-таки с каким-то очень-очень тяжелым моментом, скажу так. Тяжелым почему? Потому что слишком долго ждать, слишком долго понимать, принимать. А здесь да, тоже да. Это королева пентаклей. Вам может помочь какая-то женщина в этом вопросе. Может быть, даже вы сами. Но только если подумаете, как женщина. Не знаю, мужчины немножко на себя перекручиваете. Потому что вы тоже должны подумать, как женщина думает. Как? А это значит, что не четко, вот как император, да, все, коня на скаку. А именно что-то такое спокойная, уравновешенная. Если вы такой человек по натуре, ну, я с женщиной вас не сравниваю, просто натуры бывают разные, и очень часто мужчине именно такая и подходит, да, когда он такой сбалансированный, такой спокойный, такой вот весь гостеприимный, может быть, вы дома любите что-то готовить, да, типа этого. Но мои девочки, как бы вы сами знаете, что в ваших руках и какая вы, да? Вот, так что да, у вас получится. Единственное, тратьте деньги, если это надо будет, с какой-то записью. Обязательно записывайте потраченное, обязательно записывайте до того, как вы будете тратить, на что вы тратите. И ну, в общем, денежкам надо будет вести список какой-то, вести учет. Иначе можете просто поломать что-то, к чему вы стремитесь. Вот так, потому что деньги всегда должны быть в ваших руках. Это значит, что упустить момент получения, либо упустить момент, когда кто-то захочет что-то отобрать, но это не ваше. Да, такое тоже может быть, потому что все видят вас именно в данной ситуации, что вы умеете, что вы справитесь, что на вас можно покататься даже, что с вас можно поиметь, что еще. Поэтому будьте внимательны, хотя вопрос ваш да, ответ да, но будьте внимательны. Ну, вроде бы все, да, на сегодня. Если нравится такой расклад, такой коротенький, в принципе, пишите в комментариях, может, еще когда сделаю, да.
Вот, ну и давайте посмотрим вот эту руну. Это не гексограмма, в принципе, а руна, да? Гексограмма немножко другая. Опять же для вас, да? Что тут у вас на ближайшие несколько дней, что руна скажет? Вот такую достаю, сейчас даже не смотрю. Вот так вот. Переворачиваю. Опять она пустая, да? Вы посмотрите. Как-то было уже, я пару раз только делаю, и вот это вот именно она выпадает. Ну, сейчас посмотрим, что я уже забыла про нее, что она там значит. Сейчас прочитаю вам. Где она у нас? Пустая руна. Да. Так, пустота — это конец, пустота — это начало. Вот так руна говорит. Здесь непознаваемое, да, непознаваемое сообщает вам, что оно пришло в движение в вашей жизни. В этой незаполненности содержится мощный потенциал. Пустая и одновременно полное содержание, она охватывает полноту бытия. Все, что должно осуществиться, это вот как бы ваше, да? Благоприятствование происходящему и готовность к нему — это требование этой руны. Ведь как можно установить контроль над тем, что еще не оформилось? Эта руна часто требует акта мужества, подобного прыжку в пустоту с пустыми руками. Ее появление — прямое испытание вашей веры. С одной стороны, чистая руна представляет кармические силы, полную сумму того, что вами совершено, и границы того, чем вы являетесь и станете. С другой стороны, эта руна учит, что даже долги старой кармы смещаются и изменяются одновременно с тем, как изменяетесь и развиваетесь вы. Ничто не предопределено, нет ничего такого, чего нельзя было бы избежать. Вот как-то так. А давайте-ка я сейчас еще одну карту достану, но уже из Ошо Дзена. Хочу Ошо Дзен сейчас взять. И посмотрю вот по вот этой вот гексограмме, что я вам прочитала. Второй раз не буду читать, я думаю, вы поняли, да, что я тут хоть и с ошибочками немножко, по-моему, читала, но все-таки. И хочу посмотреть мне вот это. Ничто не предопределено, нет ничего такого, чего нельзя было бы избежать. Есть ли, давайте у карт спрошу, на ближайшее время, есть ли что нельзя избежать плохое, да? Есть ли такое? Вот не хочется плохого, поэтому спрашиваю. Король облаков, в принципе, вы справитесь со всеми проблемами, которые у вас есть, но да, кое-что нельзя будет избежать. Это больше всего здесь такая вот, знаете, энергия. Вы можете поругаться, вы можете поссориться, вы можете на кого-то накричать или испытать боль от того, что кто-то на вас что-то там говорит или кричит. Вот такое, да, нельзя будет избежать, потому что с этого, возможно, будут перемены и начало чего-то другого будет образовываться. Да? Что-то вы решите для себя уже окончательно по вот этому. И еще будьте внимательны по поводу контроля над какими-то действительно важными документами, обстоятельствами, событиями. Если куда-то надо идти, идите. Если куда-то надо где-то надо не присутствовать, не присутствуйте. Бумаги проверяйте, не знаю, ключи, чтобы в кармане были, когда дверь захлопываете. Такое тоже есть. Кое-что нельзя избежать, да. Но чего-то трагического я здесь не вижу. Слава Богу. Но кое-что нельзя избежать, хотя предупреждение есть. Можно быть более внимательным, да. Знаете, что еще хочу сказать? Напоследок, уже в конце. Вот если ваш ответ был «да», кстати, подтвердите это в комментариях словом «принимаю». Ну, потому что вам хочется, допустим, это, да, вот если вы действительно «О, это классно, слава Богу, хочу», пишите «принимаю». Если ответ был «нет», не надо расстраиваться, еще раз скажу вот по вот этой карте, да, здесь тоже какие-то там были вот такое тяжеловатое исполнение, но все-таки да, но тяжеловато что-то будет. Может, придется слишком много работать или потратить, или долго ждать, или сразу, но потом менять что-то, ну, типа такого.
Это получается 2 и 4, да? Вот. Если вот эти ответы не совсем понравились и были нет, не расстраивайтесь. Это значит, что судьба вас бережет для чего-то более грандиозного. Я такое буду повторять, кстати. Мне это нравится, что я тут услышала от самих карт, и хочу это вам сказать. Вот. И напишите тоже, да, под видео «Я под защитой». Я под защитой, чтобы активировать энергию этой защиты. Договорились? Вы увидите, как все будет налаживаться, как все будет меняться, как вы будете реагировать на то, что вроде бы то же самое, а реакция уже другая, уже более интересно все. Обязательно будет. Вот обязательно будет, да будет так. На все воля небес, и пусть она будет самой хорошей для нас, да? Все. На сегодня все. Всего хорошего еще раз. И на связи. Встретимся, увидимся, услышимся. Мира, гармонии, благополучия и крепкого здоровья. Все.